Многие украинцы начали массово переходить на рабочее ВНЖ, и это может полностью изменить стратегию для легализации. Миграционные органы официально подтвердили, это уже не просто политические разговоры. Для многих это огромная экономия времени. Теперь часть стран ЕС начинает отходить от этой модели. Причем тут есть очень интересный политический момент. Не создавать полностью автоматическое гражданство для всех. Что выгоднее, оставаться на temporary protection, то есть на временной защите до последнего, или уже сейчас переходить на обычный ВНЖ? Почему все больше стран ЕС начинают засчитывать временную защиту в ПМЖ? И что это значит для украинцев в 2026 году? Последние 2 года украинцы в Европе жили, можно так сказать, с главным вопросом. Что будет после окончания временной защиты? Потому что Temporary Protection статус изначально создавался как экстренный гуманитарный механизм. Никто в Брюсселе не рассчитывал, что миллионы людей проживут в этом статусе 3, 4 и 5 лет подряд. Уже 5-й год идет. И долгое время проблема была в том, что временная защита фактически не вела никуда. Да, человек мог жить, работать, арендовать жилье, платить налоги, отдавать детей в садики, школы и так далее. Но годы проживания часто просто не засчитывались для ПМЖ или долгосрочного статуса в ЕС. Именно поэтому многие украинцы начали массово переходить на рабочие ВНЖ, Blue Card, предпринимательские статусы или студенческие резиденции. Но сейчас в Европе начинается очень важный разворот миграционной политики. Некоторые страны Европейского Союза уже начали официально признавать срок временной защиты как часть миграционного стажа для ПМЖ. И это может полностью изменить стратегию для легализации сотен тысяч, даже миллионов украинцев. Самый громкий пример здесь Словения. В 2025 году страна изменила закон об иностранцах. Раньше время проживания под Temporary Protection статус, то есть временной защитой, не учитывалось для получения постоянного проживания. То есть человек мог прожить в стране 3 года, платить налоги, работать и юридически будто бы стоять на месте. Но после поправок ситуация кардинально изменилась. Теперь срок временной защиты может засчитываться в необходимый период проживания для ПМЖ, если человек позже переходит на обычный ВНЖ, например, рабочий или семейный. Почему это важно? Потому что это создает прецедент внутри ЕС. Раньше большинство государств придерживались жесткой логики. Временная защита – это исключительно временный гуманитарный статус. Он не должен автоматически вести к постоянной миграции. Но реальность изменилась. Миллионы украинцев уже интегрированы в европейскую экономику. Многие работают официально, многие платят налоги, дети учатся в местных школах, садиках, университетах, люди арендуют жилье или даже покупают жилье, да, и такие есть, то есть люди реально покупают жилье, не надо сейчас там русских немцев набежит, что все нахлебники и за их счет живут, то есть не надо тут рассказывать. Тот, кто нахлебник, тот первый и кричит, что нахлебник. Все больше стран понимают, невозможно держать такую массу людей, и они в принципе этого не хотят, в подвешенном статусе бесконечно. Следующая интересная страна – это Словакия. Там ситуация еще более показательная. В 2026 году миграционные органы официально подтвердили, что срок проживания по Temporary Protection статус засчитывается в 5-летний период, который необходим для Long Term Residence, то есть ПМЖ. Это уже не просто политические разговоры, это реальная административная практика. То есть украинец может прожить несколько лет под защитой, затем перейти на обычный ВНЖ, и предыдущие годы не пропадут. Для многих это огромная экономия времени, потому что раньше схема выглядела как сначала ты живешь 3-4 года по временной защите под так называемый Temporary Protection статус, потом понимаешь, что эти годы не считаются, переходишь на рабочий, например, ВНЖ, и только после этого начинается новый отчет до ПМЖ. Фактически человек терял несколько лет миграционного стажа. Теперь часть стран ЕС начинает отходить от этой модели.
Еще один яркий пример – это Чехия. Чехия пока не пошла по пути полного автоматического зачета Temporary Protection Status в ПМЖ, но там создают специальные механизмы долгосрочной легализации именно для украинцев. То есть страна понимает, что огромное количество людей уже невозможно рассматривать как временных беженцев. И Чехия сейчас пытается построить мост между временной защитой и нормальным долгосрочным статусом. Почему именно Центральная Европа первой идет на такие изменения? Причина очень простая. Именно страны Центральной Европы приняли огромный процент украинцев. Да, мы не берем сейчас во внимание Словению, там не такое количество людей переехало туда, как в Чехию, например, Польшу и Германию, но именно там многие уже работают в экономике, именно там бизнес начал зависеть от украинских работников, например, это четко выражено в логистике, производстве, IT, медицине, строительстве и сферах услуг даже. Огромное количество фирм открывается. Во многих регионах украинцы уже стали важной частью рынка труда. Поэтому государства постепенно переходят от гуманитарной модели к прагматичной миграционной политике. Теперь важный момент. Это не означает, что вся Европа автоматически начала засчитывать Temporary Protection в ПМЖ. Большинство стран ЕС все еще придерживаются старого подхода. Например, Германия. Да, Германия очень активно принимает украинцев. Да, там есть хорошие социальные программы. И да, сама программа Temporary Protection с недавних пор считается полноценным путем к долгосрочному резидентству ЕС. Поэтому немецкая стратегия сейчас выглядит так. Сначала переход на другой тип ВНЖ, рабочий, блю-карт, предпринимательский или семейный, а уже потом начинается зачет в ПМЖ. Похожая ситуация во Франции, Испании и ряде других западноевропейских стран. Но даже там постепенно начинаются дискуссии. Потому что главный вопрос для ЕС сегодня звучит так. Что делать с миллионами украинцев после окончания режима Temporary Protection Status, временной защиты? Именно поэтому все чаще появляются разговоры о специальных переходных программах. Причем тут есть очень интересный политический момент. Европа сейчас боится двух сценариев одновременно. Первый сценарий – массовый отъезд украинцев обратно. Потому что во многих странах уже возник дефицит рабочей силы. Второй сценарий наоборот. Хаотичная нелегализация людей после окончания защиты. Поэтому ЕС фактически ищет компромисс, как оставить интегрированных людей легально, но при этом не создавать полностью автоматическое гражданство для всех. Именно отсюда появляются промежуточные решения. Специальные ВНЖ, ускоренный переход на рабочие статусы, частичный зачет срока Temporary Protection, отдельные программы для украинцев и так далее. И здесь возникает главный стратегический вопрос для самих украинцев. Что выгоднее, оставаться на Temporary Protection, то есть на временной защите до последнего, или уже сейчас переходить на обычный ВНЖ? Вот ответ я давал в предыдущем видео, перейдите потом по ссылочке, она будет в описании, посмотрите, это очень важно. Потому что этот ответ зависит от конкретных стран. Если страна уже начинает засчитывать срок защиты, как Словакия или Словения, возможно, спешить с переходом не всегда имеет смысл. Но если страна не признает эти годы вообще, тогда многие стараются как можно раньше перейти на рабочий ВНЖ, чтобы не потерять время до ПМЖ и гражданства. Более детально, опять же, я в этом предыдущем видео рассказывал. Поэтому не поленитесь и посмотрите, там очень полезная информация. Потому что это особенно важно для айтишников, фрилансеров, предпринимателей, специалистов с высокой зарплатой, людей, планирующих гражданство ЕС и так далее. Потому что именно для них миграционный стаж становится критически важным. Например, человек хочет получить гражданство через 7-10 лет. Прекрасное желание.
Если, например, годы temporary protection не учитываются, процесс может сильно затянуться. А если страна начинает признавать этот срок, ситуация кардинально меняется. Теперь давайте поговорим о том, чего ждать дальше. С высокой долей вероятности до марта 2027 года Европа постепенно начнет массово создавать временные механизмы для украинцев. Потому что просто выключить temporary protection уже невозможно. Слишком много людей встроены в экономику ЕС. И, скорее всего, мы увидим 3 модели. Первая модель, она самая жесткая. Страны будут требовать перехода на обычный ВНЖ. Это путь Германии и части Западной Европы. Но с Германией ситуация уже не совсем однозначная, несмотря на жесткую позицию. Так как многие действительно думают, что время проживания в Германии по параграфу 24 не будет учитываться для получения ПМЖ или гражданства. На самом деле это не так. Если человек позже переходит на другой вид на жительство, например, рабочий ВНЖ по параграфу 18А, 18Б или голубую карту, Blue Card, то весь период легального проживания и работы по 24 параграфу обычно засчитывается в общий срок. При этом подать на ПМЖ и гражданство, оставаясь только на 24 параграфе, действительно нельзя. Для этого сначала нужно сменить статус. После смены статуса предыдущие годы проживания не сгорают, а учитываются миграционной службой. И это абсолютно точная информация, так как данный факт подкреплен официальной позицией Федерального министерства внутренних дел Германии, BMY, а также обновленным законом о гражданстве СТАК. Вторая модель гибридная. Страны частично засчитывают годы защиты и создают специальные украинские программы. Это путь Чехии. Третья модель максимально интеграционная. Страны почти полностью признают срок Temporary Protection статус для ПМЖ. И это уже ближе к моделям Словакии и Словении. И сейчас очень важно следить именно за изменениями законов, потому что миграционная политика в ЕС меняется буквально не каждый год, а каждые полгода, каждый квартал, наверное. Постоянно какие-то нововведения, доработки и все такое. Потому что то, что еще было невозможно в 2023 году, уже становится реальностью в 2025, да, уже пошла уже цепная реакция, уже в 2026, и уже 2026 год идет, и до 2027 года, поверьте, еще несколько раз все поменяется. Из всего этого главный вывод такой: Temporary Protection статус, временная защита, постепенно перестает быть просто временным гуманитарным статусом. Она трансформируется. Во многих странах она начинает превращаться в первый этап долгосрочной миграции. Особенно для тех украинцев, которые работают, платят налоги, интегрировались, изучают язык и реально строят жизнь в Европе. Именно поэтому сейчас важно думать не только о ближайшем продлении ваших документов, но и о долгосрочной стратегии. Где жить, какой статус получать, когда переходить, опять же, посмотрите предыдущее видео, и в какой стране быстрее всего можно прийти к ПМЖ и гражданству. Потому что следующие 2 года, 2027-2028 годы, могут стать переломными, и они, скорее всего, станут переломными для всей украинской миграции в Европе. Обращайтесь к нам за персональной миграционной стратегией, мы детально проанализируем именно конкретно вашу ситуацию, подберем оптимальный путь к ВНЖ, ПМЖ и гражданству, оценим реальные перспективы и расскажем о доступных возможностях, которые доступны именно вам. Вы получите четкий пошаговый план действий и конкретное понимание того, как достичь своей цели максимально эффективно и законно. Также рекомендую подписаться на канал, чтобы знать больше. Всем добра и слава Украине! На связи, друзья!